суток. Приветствую зрителей канала Personal Experience. Сегодня у нас долгожданный момент. Сегодня мы будем собирать систему, которую такое долгое время я заказывал с Германии. Помогать собирать мне будут мои друзья. Сейчас мы, как обычно, мы начнем со сборки блока питания. Все это будет заснято. Блок питания, как вы знаете, Seasonic. Сейчас будет распаковка и, соответственно, полный пошаговый процесс сборки внутрь кейса. Сейчас мы разбираем корпус кейс. Как вы видите, мы сняли боковые двери полностью с обоих сторон для удобства работы. Для того, чтобы снять боковые двери, нужно было предварительно снять заднюю панель. Коробку открыли. Все необходимое здесь, чтобы все у нас сделано аккуратно. Разборка корпуса продолжается. Блок питания установили, закрепили, он крепится удобно. Здесь, значит, раз, два, три на 4 шурупах. То есть он мертво сидит крепко. Так, дальше будем собирать материнскую плату и процессор. Вот у нас материнская плата. Ильман, что можешь сказать по этому? Материнская плата Z390 Master. Вы, наверное, видели ее в моем предыдущем видео, в самом первом. Тогда, когда я заказывал материнскую плату вместе с процессором. Процессор вот у меня OEM в маленькой такой коробочке. Но зато я купил его со скидкой. Процессор i9 9900K. Сейчас мы будем его устанавливать. Вот i9 9900K. Процессор. Будем использовать термопасту Noctua NT-H1. Наверное, знающие люди знают, что это одна из самых лучших на сегодняшний день термопаст в мире. Специально заказал отдельно. Сейчас мы ее вскроем, вы увидите весь этот процесс. Свадьба совершилась. Процессор установлен. Открываем слот M2. Будем устанавливать наш SSD Evo Plus емкостью 1 терабайт, радиатор. Вот, наш Samsung Evo Plus установлен. Сейчас мы его закрутим туда. Есть радиатор. На радиаторе есть специальный такой стикер, такой как бы самоклеющийся. Одевается сверху. И все это дело закрепляется одним маленьким шурупчиком. Да, закрепляем плотно, чтобы зазора не было. На этом надо обращать внимание. Все. М2 установлен. Да, вскрыли термопасту. Шприц такой большой. Вот такой вот шприц. А внутри очень мало термопасты. Но в принципе. Запихали большую коробку. Да. Коробка, правда, она больше, чем шприц несколько раз. Но, как говорится, наносится небольшое количество, то есть много, в принципе, не нужно, только на середину, в принципе. Это все при том, когда, эта насадка, вот эта помпа соприкасается с процессором, эта термопаста, она автоматически, как бы сама под воздействием этого прижатия, она распространяется полностью по всей поверхности процессора, поэтому с количеством термопасты нужно не переборщить. Будьте внимательны, когда будете это делать. Вот такая вот у нас система водяного охлаждения. Одна из самых лучших за свою цену. Покупал около 120 евро я. У нее, уникальная помпа стоит, которая, была спроектирована
при содействии компании Aircool, и у нее радиатор из чистой меди. Это ее как бы одно из важных отличий, потому что большинство водянок используют алюминиевый радиатор, что как бы влияет на качество охлаждения. То есть медный он намного лучше. Устанавливаем вентиляторы на радиатор. Вентилятор устанавливается таким образом, чтобы они выдували вверх, то есть как бы, да, воздух. Поэтому на вентиляторах, здесь у нас есть, вот я сейчас вам покажу, есть сбоку, есть, видите, стрелочка, указывающая, что вентилятор будет в этом направлении, то есть в радиатор. Не из радиатора, а в радиатор. И, соответственно, направление вращения самого вентилятора тоже указывается. То есть при установке обращайте внимание на это, потому что вентилятор будет работать на выдув. Радиатора нужно будет снять вот этот вот верхний кронштейн. Непосредственно он скрепится на двух шурупах. Сейчас мы его снимем, установим на него радиатор, а потом уже вместе с радиатором установим в корпус. Вентиляторы практически установлены все. Так, при установке нужно учитывать тот момент, чтобы был красивый кабель менеджмент. Нужно, чтобы все выходы, так как вентилятор они квадратные, можно установить по-разному. Все выходы проводов надо установить с одной стороны, чтобы как бы эта прокладка кабелей была более аккуратной и более красивой. Процесс. Параллельно устанавливаем оперативную память. Как вы знаете, у меня 4 флешки по 8 гигабайтов. Здесь 4 слота. Общее количество будет 32 гигабайта в системе. Вот, напомню еще раз. Такая вот Aorus. Да, оперативки они с радиатором тоже. DDR4. Легким движением руки. По весу они отличаются от стандартных оперативок, что заметно очень. Обязательно смотрим, чтобы все село по полной, потому что может случиться. Непоправимое. Да. Все. Оперативки на месте. Сейчас в данный момент мы устанавливаем вот эту нашу каретку, крышку от корпуса. Радиатор крепится на 4 шурупах. Это здесь уже больше можно. Даже вот, здесь, вот, да, вот. здесь можно больше. Там сколько? О, сейчас мы посмотрим. Все нанизываем, так сказать, что да. Не крепит. Не зажимаем полностью, да. чтобы можно было потом при необходимости как корректировать. Благо здесь есть большой запас для того, чтобы его сдвинуть вправо-влево. Мы тихо-тихо продвигаем стадии, да. Мы не халтурим, да, решили закрутить все имеющиеся шурупы, а их у нас в принципе достаточно, да. Поэтому 12. Есть вот у нас еще 12 шурупов всего получается. Шурупчиков, так скажем. Теперь, мы устанавливаем непосредственно водянку в корпус. Благо здесь места достаточно.
Не, давай, да. А, ему мешает эта планка. Ага, значит, все Понятно. секундочку. Значит, секундочку, значит, придется снять вот эту каретку одну. Да, потому что нам мешает, Ага, чтобы ставить окей. его. Снимаем, значит, каретку для внутренних устройств. Так, нам Благо нужно у меня, снять. поэтому хорошо я купил, значит, внешний привод. Внутренний нам не понадобится, поэтому, то есть, данная каретка, она, ее использовать возможно только если у вас, допустим, значит, радиатор не 360 миллиметров, а, например, 240 с двумя вентиляторами. Вот тогда, как бы, можно было бы его установить. И так как у нас радиатор, значит, он длинный, значит, на 3 вентилятора, нам придется, значит, удалить вот эту вот каретку. Так, мы удалили переднюю сетку. Сейчас мы Разбираем. разбираем, если спереди 4 шурупчика. Все шурупы, они одного стандарта, в этом, хоть спереди, хоть как бы сбоку, все одинаковые. Поэтому можно не волноваться, что перепутаете, закрутите как бы не тот, не туда. В этом отношении очень удобно. Все. Значит, каретка удалена. Она нам Каретку мы нужна, в также принципе. уберем. Да, и сейчас дубль 2. Дубль 2. Значит, сейчас сначала бить сверху. Бить сверху. Крепится спереди, значит, здесь просто лишь вставляется в пазы, а сзади вот крепится на двух таких вот шурупчиках. Я думаю, это нужно. Да. Все. Переднюю панель мы возвращаем на место. Благо снимается и одевается она очень удобно. Очень удобно, да. Очень удобно. И также вот это вот красивое с RGB. Все. Так. Здесь вот. Ага. Эти тоже мы с каретки для дисков 3,5 дюйма мы тоже удалим, потому что в принципе на моей системе стоит один, значит, жесткий диск, и мы его установим вот сюда, рядом с блоком питания. Здесь есть две каретки. Всего, как вы помните, в этом корпусе значит, предусмотрено 5 мест для жестких дисков. Ну, если на будущем мне понадобится, я верну на место. Значит, мы положили, значит, сейчас установили корпус в горизонтальном положении, чтобы установить, значит, нашу материнскую плату. Так будет более удобно. Видите, сколько пространства, большое пространство здесь. Сейчас мы устанавливаем, значит, в пазы. Все, материнка села. Сейчас закрутим. Проверим с той стороны. Да, все отлично, все на месте. Можно закручивать. Да, закручиваем. Еще раз напоминаю, материнка Aorus Z390 Master. Значит, вот так вот. Это его крепление, так скажем, кронштейн, да? И здесь есть вот такая выемка, да, паз, паз, да, да. он должен сесть, потому что, Полностью. чтобы он не выходил более, что он до конца садиться не хочет. Вот так. Немножко, правда, неудобно, почему-то садится, но в итоге одну часть мы садили, вторая тоже села. Вроде сел. Да, сел. Так, Так. ну все, теперь у нас... Сейчас мы удаляем вот эту защитную пленку. Зеркальная поверхность, она хромированная, так что это, значит, здесь, значит, знаете, хромированная поверхность, она удобна еще чем. Вы можете использовать вместо термопасты еще, значит, жидкий металл.
когда вы используете жидкий металл, он не контактирует с хромированной поверхностью. То есть жидкий металл нельзя использовать, когда у вас, допустим, поверхность она медная. Поэтому вот это еще один плюс данной, значит, системы водяного охлаждения. И она немного такая выпуклая. Вы видите, центральная часть она немножечко как бы приподнята, так чтобы больше контакт был с процессором. Так, сейчас будем устанавливать его. Где наши шурупчики? Свет в конце домашний. Устанавливаем помпу на... Следующий. Пока не затягиваем, пока только... Ага. Эмин, мой ассистент, помогает мне. Кстати, процесс у нас в общей сложности где-то уже будет около больше 2,5 часов. Все, потому что засобираем все аккуратно. Все, значит, весь процесс идет по, значит, как сказать, законному, по мануалу. да, по мануалу, то есть так, как предписывает производитель, никакой отсебятины, Да. И никакой халтуры. никакой халтуры, все качественно. Да. Основная работа практически проделана. Остались только мелочи. Все, пройдемся еще раз, посмотрим, что закреплено всё на совести. Все. Готово. Помпа установлена. Сейчас под помпу подключим. Значит, видите, там 12-вольтовый выход. Подключим к материнской плате. Не ошибешься, у него Подключаемся. есть вот там Да. выемка. Ага. Подключили, значит, мы помпу. Так, все вот так вот. Помпа подключена к материнской плате. Значит, мы подключили также и наши Дополнительные кулеры от три. значит, водяного охлаждения. То есть подсоединили, значит, через такой вот небольшой коннектор, который соединяет переходничок, и значит, подключили к материнской плате. Есть вот такой вот кабель менеджмент. Сделали через резинку, провели, там, так, чтобы не было, чтобы все было аккуратно. Вот так вот. USB вот подключили. Желательно bu audio buradadır. Bax da indi sən buradan ver. Наводим кабель менеджмент. Sən buradan ver. Так. Это USB 3.0, а это USB 3.1. 3.1 Type-C. Все, тоже Отлично. подключен. Аудио тоже подключен. Аудио подключен. Аудиокабели, то есть это микрофон с наушниками. Это В общем, мы снимаем. Сейчас мы подключаем, Power. значит, пауэры. Не только Power, здесь много всего. Так. Power есть. Так, HD LED, Power LED. Power LED, HD LED, Reset SV. А где у нас Power LED? А? Где аркада? Нет, ты меня не понял. Главный кабель питания материнки. Подключаем к блоку питания. Питание материнки подключено.
сейчас мы подсоединяем питание процессора к материнской плате. Натянулись? Да, да. Супер. Спасибо, Сисоник, да, длинный тогда. Да. Вот так, ребята. Сейчас мы снимаем одну из кареток с нижних, чтобы установить в нее значит, наш жесткий диск, и потом заново аккуратно установить обратно в системный блок. Устанавливаем в каретку, значит, мы жесткий диск, старенький жесткий диск, но с полезной информацией. Все остальные каретки решили вообще убрать за ненадобностью, как бы, если нам в будущем понадобится дополнительно установить. Тогда их можно будет использовать. Да. Устанавливаем жесткий диск. Он крепится, значит, с обратной стороны на 4 шурупа. Видишь? Сахар. Так что это установлен. Мелкие шурупы, вот, они успевают одевать. Здесь резиночки, он садится. Просто так. Просто садится, крепится сюда. Сейчас. Это вот подключим, посмотрим, как он будет светиться в системе. Так, все подсветки, все коннекторы практически уже подключены. Подключение на завершающей стадии. Значит, жесткий диск подключен, SATA диск подключен. Сейчас мы, значит, скоро будем уже закрывать этот кожух и устанавливать видеокарту. Сейчас идет подключение заднего коннектора. Через USB, фу, через SATA. Питание подключено. Окей. Вот, ребят, вскрываем значит, коробку из-под видеокарты. Так, видеокарта у нас RTX 2080 Extreme. Она значит, разогнанная. Желаем, чтобы у каждого была такая. Да, тем, кто хочет, кто мечтает. А кто не хочет. Да, чтобы каждый добивался всего, чего хочет. Упало. Да. Значит, вот так вот. Сейчас мы установим ее. Так, теперь мы собираем обратно кожух. Все провода подсоединены. Так, сейчас мы будем устанавливать сюда видеокарту. Так. Не шурупы, кажется, криво. Видеокарта крепится к корпусу вот двумя шурупами. Здесь надо обратить внимание не в передних выемка, а сзади. Потому что в этом случае тогда видеокарта садится ровно. После этого мы надеваем шлейф на место. Да. Вот так. Все, закрыли замок. И здесь есть вот такой защитник с резинкой, как бы, который крепится и прижимает видеокарту.
мы руками прижимаем. Да, то есть это Да, чисто чтобы- делать вручную, не нужно слишком много усилий. Да. Видеокарта Вот она, установлена. красавица. Включаем питание к нашей видеокарте. Для того, чтобы подключить обязательно, они должны быть соединены вместе. В противном случае он не садится на место. Так, секундочку. Что-нибудь мешает. Итак, секунду. Света мало, не вижу. Все. Так, ведем репортаж прям из гущи событий, из первого ряда. Так, наверное, сборку еще никто не снимал. Сейчас мы подключаем мне данный кабель блока питания. Монитор мы собрали на ножке. Монитор MSI 27 дюймов. Сейчас мы его подключим и запустим наконец-таки систему. Наконец-то, дорогие друзья, систему мы запустили. Вот Windows 10 уже установлен. Windows 10 мы установили. И самые необходимые программы, утилиты также установлены. И сейчас барабанная дробь перевожу объектив на процессор, вернее системный блок. Да, вот такая красота получилась, ребята. Думаю, что это стоило того, чтобы потратить на сборку больше 6 часов. То есть, значит, проанализировав все это, пришли к решению, что реально, то есть у нас было в принципе трое, но я в основном занимался съемкой, ребята занимались сборкой и установкой программ, все софта. Это дело не для одного человека, поэтому вот наш результат нашей работы в принципе оправдал все наши ожидания. Сейчас я открою защитное стекло, благо оно открывается очень легко. Так, на магните, как я в прошлый раз вам показывал. Видеокарта работает в унисон с материнской платой. Подсветка, значит, оперативки также, подсветка SSD диска, все, подсветка корпуса, все радужные, очень много режимов. Про них я сниму отдельное видео про каждую программу, про каждое, значит, комплектующее. Так что оставайтесь на канале, подписывайтесь. Теперь будут видео с тестами данной системы. И как бы пишите отзывы, ставьте лайк, если видео вам понравилось. Так что, в общем, сегодня мы как бы сделали то, что планировали очень давно. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!